теперь я поняла. Непогода. Природа не хотела отпускать меня с рыбных мест. Хотела здесь задержать. Вот задержала. Я наловила рыбы. Очень вкусное мясо у ленка, но такое мясистое. И костей очень мало в ней. В этой рыбе почти нету. Ну, мелких нету. Крупные легко вынимаются. Очень вкусное мясо. Очень жирная кожа. Объедение. Приезжайте на реку Саболох-Маян. Не пожалеете. Вот, наведя ревизию своих запасов продовольственных. Это жир внутренной. Вот еще 3 кусочка красной рыбы, гольца еще с озера Ибалах. Ну и крупы у меня осталось где-то полкило, наверное, хватит. Может, 400 граммов. Хватит, чтобы дойти до населенки. И еще рыбу по пути поймаем. Вот. Вот мой главный запас. Соль. На рыбу хватит. Вечером и начало ночи был дождь, опять ветер гулял. А сейчас вышло солнышко наконец-то. Погода кардинально меняется. Ну, не кардинально, а резко туда-сюда. И сейчас опять может дождь пойти. Здесь тучи такие непредсказуемые. Тент вот порвало, меня сейчас буду ремонтировать. Ночью перетягивала даже. Я продолжаю сплав, рыбалку в таких классических местах кидаю. На сбойки струйки. Но что-то пока не берет. Погода, что ли, зависит. Солнце проявляется редкими такими пятнышками, опять уходит за тучки. Итак, после вторых суток непогоды, отсидки в лагере на берегу, я снова продолжаю сплав по реке Саболох-Маян. Впереди показалась возвышенность. Сейчас оттуда должен быть хороший обзор. Там точка 126 метров над уровнем моря. Вот здесь река делает такую большую петлю. И вот эта точка. Там тригопункт должен быть. Сейчас попробую туда сходить. Смотреть. Да, тут на бережку гуляли. И туда, и сюда. Ну ничего. Приятно прогуляться по берегу после гребли. Здесь болото сначала, даже уже клюква есть. Может, пришла видно. Осенние краски, маслятки. Масляточки. Ой, ну у меня столько рыбы, мяса не надо. Открывается вид на реку. Солнышко выглянуло еще. Ой. Краски осенней тайги, конечно, божественны, непередаваемо красивы. Вот куст стланника 3,5 метра, наверное, высотой. О, здесь кто-то рылся. Парковый лес. Парковый лес.
Да, подъем очень живописный. Пусть гора невысокая, 124 метра, 126. Но зато как красиво. Вот уж точно. Море тайги. Вот она вершинка. Вот он обзор. Ой. Кусты, правда, закрывают. А не, вон там еще есть повыше. Дали далекие. Вон он, тригопункт. Я знала, что он там, просто здесь чуть-чуть повыше. Но сейчас я и туда схожу. Вид на реку в другую сторону петли. Далекий Верхоянский хребет остался далеко позади. Тригонометрический пункт. Постройка топографов, геодезистов советских времен 30-х, 40-х годов. Время освоения Заполярья. А лестница сохранилась крепко. Оттуда, наверное, вид. Чё крепко? Ох, на совесть строили. Ой, вид открывается. Сейчас. Здесь я уже проплыла. Вот с этого изгиба я пошла подниматься на обзор. Вон туда поднималась, там возвышенности, сюда шла по верхам. Здесь перешеек большой петли. И вот там вот это озеро, в принципе. А вот там дальше, на дальнем плане, уже река течет. О, 126 метров над уровнем моря. А вон обрыв, под которым я ночевала, на противоположном берегу реки. Вон он. Где-то там. Вдали подножие заснеженных гор Верхоянского хребта. Эх, до свидания, хребет. Уплываю, уплываю. Ухожу из здешних мест. Старые кусты сланника, как огромные гигантские пауки. О! Возвращаюсь на речку. Все небо расчистилось, наконец-то установилась погода. Это просто фантастика. Теперь мне совсем не хочется выплывать в цивилизацию. Всего-то 3-4 дня сплава осталось. Ну, какая красота. Наступил полный штиль. Закат, 7 вечера. Когда солнышко, то и темнеет позже. То в непогоду приходилось 5 уже начинать искать. Уже в это время темнело. А сейчас благодать настала. Я расположилась на узкой полочке в ивнике. А сверху там редкий лиственничник. Все у меня уже стоит палатка, чай уже попила. Сейчас буду супчик варить из лосятины, последний. Такое местечко.
Супчик у меня будет с самодельной лапшой, а то мука осталась, а масла-то уже нету. О, сейчас опять будет кипеть супчик. Может, конечно, не лапша, не галушки. Посмотрим. Такие толстенькие. Ух. О, события неожиданным образом повернулись. Мне встретилась моторка, и меня вот мужики предложили подбросить. Там внизу уже будет совсем течения не будет. В общем, я согласилась. Мы остановились на заправку в падении Немингды. Отсюда остается уже где-то 56 километров до поселка Кыстытам. Мужики оказались местными проводниками. Они сопровождали группу рыбаков, и вот уже 10 дней были здесь, в тайге, на притоке Соболов-Маяна. Лось на лабазе был их добычей. Я поблагодарила ребят за мясо, а они даже не заметили пропажи такой капли. Поломался пока один мотор. Вот пока ловим рыбу тут. Но мыша, может таймень взять. Однако в наступившую непогоду рыбалка и у профессионалов стала похуже. Вот так и сплавляемся на веслах. А вторая моторка спешно ушла к рейсу с самолета в Жиганск. Мы приближаемся к вышке. Оттуда, может быть, будет связь, чтобы нам запчасти привезли. А то спутниковый телефон нет, спутниковый телефон есть, а связи нету. Сейчас пойдем на вышку. Вот, я нахожусь в палатке юрта. Это прям целый дом. Вот так настоящие охотники живут в комфорте. Мы едим рис с лосятиной. Ну, говорят, там еще тушенка есть. А это что, рыба соленая? Лимба. А, лимба, да. Я вот узнала, что местная крупная рыба называется лимба. А я ее лимком называла. А вот уха у нас еще. В общем, палатка очень комфортная. У вас у всех такие палатки? Кто есть? Только у некоторых. Вот такая палатка, юрта, светится в ночи. Вот как спят нормальные жители тайги на шкурах. Ну, сначала толстый коврик, а так палатка. Вон без дна, ничего. И печку можно затопить, да? Да. Как, тепло в ней? Конечно. Жара. Понятно. Вкладыш берете в спальник. Вот. Как дома. Уют. Настоящие люди тайги. Везде делают уют. Что в тайге, что дома. Правильно? Да. Так, чайник кипит-то. Дима, а вы говорите, что сейчас опаснее лоси, чем медведи. Да? А почему так? А? Почему так? Лось сейчас злой. Очень-очень злой. Ну, чем медведи. Даже медведи и волки боятся от него сейчас. 12 сентября. Солнечное утро встречает. Сегодня нас здесь, на этом месте, ночью вызвездила. Кричала сова, с обрыва падали камушки. Вон там на галечнике ребята стоят. Такое здесь место, может быть, не очень хорошее. Выбрали, потому что рядом была связь, вышка. Вот он, обширный галечник. Ждем, когда моторка привезет нам запчасти. Километров 40 осталось до впадения в Лену. Вода за ночь поднялась примерно на метр. Я бы одна, наверное, побоялась бы вставать вот так на галечнике. Но ребята знают, что сильно сейчас не должно прибыть воды. Мы снова гребем. Вернее, я-то не гребу. Вот ребята гребут. Навстречу подмоги с запчастями. Не сидишь же на месте.
На реке здесь еще встречаются быстротоки, но ветер, ветер. Владимир, расскажите, значит, ваша организация занимается вывозом туристов сюда? Ну вот как туристу попасть? А? Как туристу попасть сюда на рыбалку и охоту? Куда надо обращаться? Ну, они обычно обращаются у нас они через Кубу обращаются. Он обычно каждый год занимается туризмом с августа по сентябрь. Ага. Ну, обычно сюда приезжают на таймене. В общем так. Любители спиннингов. Так вот. Значит, лучшее время август. Конец июля, начало августа. То есть из Жиганска вы их забрасываете на моторке вверх по реке, да? Ага. Большие речки, как Менгере, Мейен, по этим речкам обычно у нас там охоту водник стоит. И через третью охоту воде пользуемся. Вот к нам и едет уже подмога на моторе. Да, интересно, местные жители реку Соболох-Маян называют просто Миен. Впереди показался другой берег Лены уже. Беспечный ветер, река широченна. Приближаемся к поселку Кыстытыам. Лена здесь образует много рукавов, острова. Мы сейчас не в основном русле, в одной из проток Лены, а сам поселок Кыстытыам, он находится не на берегу Лены. Вон видна маленькая черточка моторки, она заходит в устье Кыстытыамки. Именно на этой речке расположен поселок Кыстытыам. Речка эта здесь внизу совсем мелководная, небольшая. От Лены до поселка здесь надо подняться несколько километров против течения. Пристань поселка, сам поселок небольшой, в нем проживает около 400 человек. Машины здесь обходятся без номеров. А вон там вдали поселок. Туда уже на машинах надо подъезжать, а мелко. На лодке не подгребешь с мотором. А вот уже и береговой обрыв реки Лены в ее основном русле. События развиваются стремительно. Можно сказать, что я попала с бала на корабль. Не успела сходить в поселок Кыстытыам, как выяснилось, что скоро придет теплоход до Якутска. И вот на моторке мы едем к причалу, который расположен на берегу Лены. Мы приплыли на причал, но сейчас выяснилось, что теплоход пойдет только завтра, поэтому будем здесь ночевать. На берегу Лены, вот в этом балке. Как там внутри? Что там? О, отличная какая избушка. С печкой, все есть тут. Замечательно. Всем известно про ленские столбы. А вот кто знает про ленские глыбы из спрессованного песчаника? Здесь целый пляж этих камней, удивительных. Очень плотная структура, все вокруг выветривается, а вот эти глыбы остаются. О, удивительное образование. Вот они сползают со склона. Вот такая песчаниковая плитка. О, не разломаешь на самом деле-то. О, вот так вот. Какие изваяния гладенькие. Все это конгломераты из юрских отложений. Цементированные осадочные породы. Альваролиты, песчаники.
какой! Интересно, как образовывались эти глыбы монолиты. Спрессовывались, цементировались под воздействием давления, температур. Каких только слоев тут нету. О. Река Лена катит свои воды к Северному Ледовитому океану. Прям яйца динозавров. Почему они такие круглые? Ленский омуль. Он гораздо больше, чем байкальский. Это вы сейчас как ловили? На невод. Неводом? Ага. Ага. Икитодным. Свет Ильича. Большинство людей, которые здесь ожидают теплохода, не поедет на нем, а будет передавать посылки со свежей рыбой своим родственникам. Икра. Много кого. Поставили уху варить из омуля. Уже готовая икра? Как вы ее сделали? Так перемешала. Просто с солью? Солью. Ночная погрузка на теплоход. Наконец-то он пришел. Ждали его долго. Посадка по трапу с качающегося борта моторки. Теплоход «Механик Кулибин». Мы на нем идем. Идем в Якутск. Итак, закончен мой маршрут через Верхоянский хребет. Пройдено около 600 километров пешком, сплавом, где-то даже на лошадях. И теперь я на теплоходе «Механик Кулибин» возвращаюсь в Якутск по реке Лени из поселка Кыстыта. Теплоход «Механик Кулибин» совершает регулярные рейсы от Якутска вниз по Лени до Тикси и обратно. Примерно 2 раза в месяц. Для жителей отдаленных поселков это единственная реальная возможность провести большой груз. Местные люди везут здесь из Якутска в поселке продукты, какие-то вещи крупногабаритные, а вниз в Якутск обратно везут рыбу, которую наловили, ягоды, которые собрали, мясо. На теплоходе есть холодильники. Ну, конечно же, это самый дешевый вид транспорта, чтобы добраться самим. Летом здесь едут старики, женщины, дети, которые проводят летнее время в поселках. Сейчас я нахожусь на верхней палубе. Здесь купе первого класса, каюты первого класса расположены. Вот такой большой теплоход. 65 метров в длину, 12 в ширину. Сейчас я спускаюсь на основную палубу. Здесь каюты второго класса, где я и еду. Сделан теплоход очень. Видела, да? Гору. Да, город. Теплоход сделан очень качественно. Его строили немцы, говорят. Еще давно, он ходит с советских времен.
Сейчас перешел в частное владение. Уже несколько лет. Машинное отделение. 2 дизельных двигателя. В ростовой части столовая. Буфет. Можно пообедать. А можно здесь набрать кипятка и заварить чай. Все так добротно сделано. Старинное дерево. Вообще на теплоходе чистота. Порядок. Очень приятно ехать. Каюта верхней палубы. Первый класс. Вот такой двухместный номер. Можно сказать, вагон СВ. С главной палубы тоже можно выйти посмотреть за борт. Теплоход идет со скоростью где-то 22 километра в час. Да, горы Верхоянского хребта остаются позади. Здесь небольшой отрог подходит Верхоянского хребта. Горы в снегу. Сегодня 14 сентября. Уже, наверное, не растает снег. Старинные медные таблички. Здесь на теплоходе даже можно сходить в душ. Я вот уже бываю. Проход трюм. Там сиденье жутких мест. Более дешевые каюты, помещения. Вот и механик Колибин, в честь которого назван сам теплоход. В носовой части основной палубы расположена каюта, где я еду. Она 4-местная. Я еду с попутчиками из Костотама, которые меня кормят, поят. У нас тут еще даже остатки омуля. Остатки омуля. Верхние полки вон на каких цепях. Какие-то толстые. Вообще все такое крепкое. Места мягкие, матрасы. В общем, ездить уютно. А вы сколько уже на нем ездили? Ой, много, это старый теплоход. После войны, наверное, это привезли. Где-то в 60-м году, наверное. Да, это самый старый теплоход на Лени. Он был построен в Германии в 1955 году. И так добротно сделан, что практически все его части так и остались изначальными, не заменялись. Только некоторые детали ремонтировались. Подплываем к устью Лямпушки. Здесь охотничья база. Отдыхают. Там и там. 1
Только домой попал. Завершается мое путешествие. Я прощаюсь с горами. 3,5 суток добирались мы до Якутска. И этот постепенный переход в цивилизацию очень хорошо, благотворно повлиял на меня. В горах Верхояне остались намеченные, но не пройденные мной пути. Остались замечательные люди. Остался кусочек моей души. Причаливаем недалеко от города.